Всем привет, меня зовут София, и я американка. После университета я не знала, что делать, чтобы не забывать русский язык. Я приехала в Москву, чтобы преподавать английский язык. Так что я была в России, хотя весь день по-английски говорила, то есть. It's the thought that counts. Я хорошая преподавательница, по-моему. Я строгая, но если ты действительно хочешь выучить предмет, и ты послушный человек, то урок может быть еще и веселый. Моей самой младшей ученице было 3 года, а самой взрослой, я ее не спрашивала, но далеко за 30. Хотя обычно у меня был класс около 12 учениками. Я предпочитала им преподавать, когда им было лет 6 или 16. Когда им 12 лет, я хотела сама выпрыгнуть из окна. Конечно, мы были на первом этаже, так что я не умерла бы, а свобода была так близко. Но дело не в этом. Когда я изучала русский язык, я тоже изучала культуру, и нам говорили, что, как везде, в России принято списывать. Я смотрела операцию «Ы» много раз. Может быть, я ошибаюсь. To be perfectly clear, let's say that again. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в США мы списываем реже вас. Может быть, мы боимся последствий больше вас. Я не знаю. А у вас шпаргалки делают в школе все, правда? Неправда, может быть, зависит. Я уже боюсь. По крайней мере, если вы списываете здесь, или если у вас в работе найдут плагиат, вас могут отчислить из института. И в США я никогда не слышала о взятках в школах или в университетах, как в России. Но это не значит, что мы не списываем. Мы списываем. В США мы занимаемся классическими списываниями, если можно так сказать. Пишем шпаргалки маленькие, мы смотрим на ответы нашего соседа, мы стараемся спросить других, пока преподаватель не смотрит на нас, мы стараемся узнать, какие вопросы будут на экзамене из тех, у которых уже был экзамен и так далее. Я была замечательная ученица. Я дома списывала. Было редко, но было нужно. I'm sorry. Okay, I don't know what to tell you. Я была самая худшая в математике, и никакая дополнительная помощь мне не помогала. К счастью, моя сестра, старшая сестра, сохранила свои старые контрольные из уроков той же самой учительницы. И моя сестра получила очень хорошие оценки по математике. Мне повезло, потому что я заметила, что контрольные работы почти не изменились в течение 2 лет. Я просто заучивала наизусть ответы моей сестры и переписывала диаграммы и все остальное в моей работе во время экзамена. Еще один момент. Когда я была в школе, я изучала немецкий язык на год. И я думала, что проект, который учительница нам дала, была бессмысленная работа, because it was. Так что я позвонила моему австрийскому другу, и он быстро построил целое фальшивое меню по-немецки с описаниями пищи и атмосферы ресторана, которое я передала как моя работа. Я не думаю, что я уже исповедовалась в этом. Надо позвонить батюшке. Я обуна. А в Питере наши преподаватели хотели, чтобы мы списывали. Не все, но, например, я помню, что один раз у нас был ужасный экзамен по архитектуре, и мы не были готовы. Мы все группы путешествовали в Украину, и потом в Москву на неделю, и мы не успели хорошо заниматься. Но это путешествие было с нашей программой и было обязательно. Нам надо было знать о всех древнерусских государствах и городах, о разных архитектурных строениях в каждом городе особенно, о церквах и их истории и об их отличительных особенностях. Русский не мой родной язык. Заметно. И этот материал интересный, но не очень. Я просто не могу это все выучить. Жизнь в России трудная. У меня другие проблемы. А если вы хотите, чтобы я рассказывала своим друзьям о пожаре Успенского собора во Владимиро-Суздальском княжестве в 1185 году, то не буду. У меня 2 слова, бэби. Спокойной ночи. В данный момент знать о Вятской Вечевой республике не надо.
I declare nap time. Anyway, короче говоря, наша преподавательница никогда не говорила с нами по-английски, но во время этого экзамена она стояла у двери долго-долго и смотрела на каждого из нас и медленно сказала: "Well, I have to go now and make some copies. There are a lot of copies that I have to make. I will be gone for a long time. You will be alone. The copy room is all the way down the hall. It's quite far. This could take a while. There should be no talking. But like I said, it will be a while. And again, I will be very far away." The woman could not have tried harder. Как студентка, я благодарна. Как будущая преподавательница, я не так счастливая. Это не критика, хотя да, и не очень хорошо. В США, если преподаватель знает, что ты списываешь, ты провалишься либо на контрольной, либо на экзамене. Так что, когда я преподавала в России, я хотела быть в курсе того, что делают мои ученики. Они делали почти то же самое, что мы делали, когда мы были в школе. Они списывали у соседа, списывали ответы с телефона или старались. Они прятали шпоры в пенале и оставляли пенал со шпорами слегка приоткрытыми перед ними. That was new. Одна моя ученица, которая хорошо говорила уже по-английски и которую я очень гордилась, все равно скопировала с интернета маленькую сочинение на экзамен. Но я не работала в нормальной школе, а в частной компании, где только преподавала иностранные языки. И мне сказали, что я не имела полномочия проваливать ученика из-за списывания. What are we doing here? This is the world we live in. По крайней мере, я умею вызвать у человека чувство вины. That's close, right? Same thing as a punishment. That's why we teach, isn't it? To make other people feel bad about themselves. Children are the future. Какие у тебя были списывания в школе? Или я единственная в целом интернете? Я не знаю почему. Я так хочу знать, что русские более креативнее нас, когда списывают. Такая надежда. Не знаю почему. Может быть, из-за фильма «Операция И»? Like, I have dreams. Пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ты провалишься в жизни, если игнорируешь кнопочку лайк внизу и возможность подписаться на мой канал. Ну все, спасибо и до встречи.